Люди и животные могут иметь особую связь. Эта собака плакала, когда скончалась ее хозяйка, но спустя несколько часов произошло нечто удивительное. Когда медики прибыли на место происшествия, молодая женщина бездыханно лежала на земле, а рядом с ней скулила собака, оплакивая свою хозяйку. Два мужчины пытались откачать девушку, но все было тщетно. Медикам потребовалось некоторое время, чтобы добраться до этого отдаленного места, но они быстро взяли ситуацию под свой контроль и попытались выяснить ее состояние. К сожалению, пульс не прощупывался, а она не дышала, и медикам пришлось сообщить ужасную новость ее друзьям. Но они все равно должны были отвезти ее в больницу для официального установления смерти, но ее собака отказывалась отходить. А она ужасно скулила, когда сказали, что ее хозяйка скончалась. Один из добрых медиков разрешил животному подольше попрощаться. Друзья согласились забрать пса Феликса из больницы, чтобы он мог побыть со своей хозяйкой как можно дольше. Погибшую женщину звали Елена, и как только ее поместили в машину скорой помощи, собака запрыгнула к ней и легла рядом с ее холодным телом. Это было душераздирающее зрелище для наблюдавших, даже для тех, кто не знал историю Елены и Феликса. Но для тех, кто знал, это было почти невыносимо. История Елены была невеселой. Сколько она себя помнила, она всегда была совершенно одна. Она не помнила своей семьи. Ее первые воспоминания были о других детях из детского дома, где она жила. Там были взрослые, которые относились к ней хорошо, но они приходили и уходили, и в ее жизни не было постоянного спутника до тех пор, пока она не встретила свою лучшую подругу Киру в 7 классе. Они стали очень близки, и впервые в жизни у Елены появился кто-то вроде сестры. Она усердно училась и получила стипендию на полное обучение. Это было огромным достижением, но лучше всего было то, что Кира училась в том же университете, где и Елена. Они жили в одном общежитии и хорошо проводили время. Елена с отличием окончила университет и быстро нашла работу, а Кира влюбилась во время учебы и после получения диплома переехала к своему жениху. Вскоре у них родилась дочь. Елена была рада за них и любила свою новую крестницу, но Кира стала более занятой, и они не так часто виделись. Елена чувствовала одиночество, но все должно было измениться. Однажды по дороге с работы произошло нечто шокирующее. На обочине оживленной дороги она увидела маленького щенка, который пытался выбежать на проезжую часть. Елена не смогла пройти мимо. Щенок был ранен, но он посмотрел на нее и даже попытался приблизиться, прежде чем его ноги подогнулись, и он рухнул на землю. Это разбило сердце девушки. Она быстро подбежала к нему и подняла на руки, а тот жалобно заскулил от боли. Елена как можно скорее отвезла щенка к ветеринару, и они сразу же вступили в действие. У щенка была глубокая рана на боку, похоже, он порезался об арматуру. Ему требовались швы, внутривенная терапия, а также ему пришлось вправлять сломанную лапку. Но хорошей новостью было то, что ткани не омертвели, и лапку можно было спасти. Ему повезло, что Елена нашла его вовремя, иначе он бы не выжил. Она стала называть его Феликсом и навещала его каждый день, а он всегда радовался их встрече. Елена почувствовала невероятную связь с этой собакой. Поначалу, когда она привезла его домой, он был слабым и испуганным, но любовь и забота действительно помогли ему обрести уверенность. Со временем все швы были сняты, рана зажила, и он даже стал есть твердую пищу. Елена была особенно этому рада, так как ей больше не нужно было вставать каждые несколько часов, чтобы покормить его из бутылочки. Одним из их любимых занятий стали прогулки в парке с Кирой и ее дочерью. Малышка и собака обожали друг друга,
и отлично вместе играли. Кира пока не хотела заводить собаку, а Елена не хотела иметь ребенка, так как не было любимого человека. Елена впервые в жизни почувствовала, что она принадлежит к семье. Но ее счастливую жизнь ждала серьезная опасность. Только что закончилась зима, погода стала теплее, и они решили устроить пикник и порыбачить на реке недалеко от города. Малышка и собака могли играть, а взрослые просто расслабиться и понежиться на солнышке. Муж Киры пригласил своего друга Ивана, и все весело проводили время. Елена легко общалась с Иваном, и, казалось, она впервые в жизни влюблялась. После обеда все расслабились, и Елена даже вздремнула. Затем она услышала всплеск, малышка упала в воду. Кира на мгновение отвернулась, а ребенок уже оказался у реки, а Феликс был рядом с ней. Когда малышка упала в воду, пес отчаянно залаял, а затем, прежде чем кто-либо успел что-то сделать, сам прыгнул за ней. Вода была ледяной, и девочка бы долго не выдержала. Когда они подбежали к реке, Феликс уже вытаскивал ребенка на берег, ухватив его за одежду. Они схватили ее, и хотя она плакала и ее личико было красным, она оказалась в порядке. Они сняли с нее мокрую одежду и завернули в одеяло, чтобы согреть, будучи безгранично благодарными Феликсу. Кира обернулась, чтобы вытереть пса, но тот оглядывал реку и дико озирался. Он не позволял Кире прикоснуться к себе, а затем снова прыгнул в ледяную воду. Они не понимали, что происходит с собакой, пока не заметили, что Елены нигде нет. Она была ближе всех к реке, когда упала малышка, и, должно быть, тоже упала, пытаясь ей помочь, но теперь ее нигде не было видно. Феликс внезапно вынырнул на поверхность, но затем снова ушел под воду. Кира держала ребенка, а мужчины прыгнули в воду, чтобы помочь псу. Нырнув под воду, они увидели, что одежда Елены зацепилась за ветку и тянула ее под воду. Она была без сознания и пробыла в воде уже довольно долго. Мужчины вытащили измученного героического пса и его лучшую подругу из воды. Елена не приходила в себя. Муж Киры вытер пса, а Иван начал делать девушке искусственное дыхание. Оба мужчины приложили все усилия, чтобы помочь Елене. Кира вызвала скорую помощь, но нужно было долго ждать, так как они были за городом, и каждая секунда казалась вечностью. Феликс не отходил от хозяйки и жалобно выл, пытаясь лечь рядом. Наконец прибыли медики. Мужчины были рады передать ее в руки профессионалов. Медики сразу же подали кислород и пытались вдохнуть в нее больше воздуха, но она не реагировала. Ее тело стало таким холодным, что они не могли найти пульс. Ситуация выглядела безнадежной, они решили, что Елена умерла, и сообщили об этом ее друзьям. Врачи все равно должны были оказывать первую помощь и доставить пациента в больницу, где его официально объявят мертвым. Елену завернули в согревающее одеяло и продолжали давать ей кислород, но срочность, с которой они работали, снизилась. Все это время Феликс лежал, положив голову ей на ноги, и тихо скулил. Это было душераздирающее зрелище. Кира попыталась оттащить собаку, но та не сдвинулась с места, а она не хотела оставлять свою хозяйку. Один из медиков был очень добрый, и когда они собрались везти Елену в больницу, он не остановил пса, который запрыгнул в машину скорой помощи. Прибыв в больницу, врачи проинформировали персонал о случившемся. Елену отвезли в отдельную палату, а Кира и Феликс остались с ней. Прошло около 2 часов с тех пор, как Елена упала в воду. На ее лице все еще была кислородная маска, но это была просто формальность. Наконец вошел врач. Феликс сразу же схватил мужчину за рукав и потащил к хозяйке. Доктор послушал сердце Елены и проверил ее жизненные показатели. Атмосфера была скорбной, но внезапно что-то изменилось,
произошло нечто невероятное. Врач крикнул, чтобы позвали на помощь, и попросил Киру и Феликса выйти. На этот раз пес послушался. Кира не понимала, что происходит, но с тревогой ждала новостей рядом со своей семьей и Иваном. Люди вбегали и выбегали из палаты, внезапно вокруг них стало очень оживленно. Но в то время, как все остальные, казалось, сильно нервничали, Феликс, похоже, успокоился. Спустя некоторое время врач вышел поговорить с ними. Произошло нечто чудесное. Холодное тело Елены создавало видимость того, что она умерла. Но когда она начала согреваться, ее сердце стало биться сильнее, и она даже начала сама дышать. Но она еще была в большой опасности, ведь никто не знал, сколько кислорода получал мозг Елены, а она могла стать совсем другим человеком после такого происшествия. Надежда была на то, что холод помог в этом отношении. Врачи смогут убедиться только когда она очнется. Ожидание было напряженным в течение нескольких дней. Кира все время проводила в больнице, пока ее муж присматривал за Феликсом и их ребенком. Однажды утром, когда Кира была рядом, Елена вдруг застонала и стала приходить в себя. Сердце Киры учащенно забилось, а она надеялась, что с ее подругой все будет в порядке. Елена открыла глаза, и первое, о чем она спросила, спасены ли Феликс и ребенок. Это значило, что у нее не осталось никаких повреждений. Прошло какое-то время, пока она окрепла настолько, чтобы ее выписали. Зная, как много значила для нее собака, врач разрешил привозить Феликса на свидание в больницу. Иван тоже приходил ее навещать, и между ними определенно была какая-то связь. Когда Елену, наконец, выписали, Кира приехала за ней. Дома ее ждала целая группа людей. Иван, семья Киры и ее малышка, которая была вне себя от радости увидеть любимую тетю. Ну и, конечно же, Феликс, который скакал и прыгал, когда его хозяйка вернулась домой. Глядя на них, Елена поняла, что у нее уже была та семья, о которой она всегда мечтала. А со временем, возможно, эта семья разрастется, ведь она сближалась с Иваном. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.